Здорово, танкисты, всем привет, с вами Серега, с вами Индомит, и сегодня у нас очередной обзор танков нашей любимой игры Мир танков от Lesta Games, и сегодня, у нас на обзоре арта, да-да, советская СССР арта 5-го левела Су-122А, и как по мне, господа, на 5-м левеле это одна из самых худших арт, а почему, я сейчас с вами поделюсь своими размышлениями. Обычно мы идем смотреть бронирование танков, естественно, арту, броню, что тут смотреть. 25 у нас во лбу брони миллиметров, поэтому нас фугасами, естественно, конечно же, пробивают. Давайте смотреть основные модули сначала. Так, поехали. У нас всего лишь стоковая и топовая пушка, кстати, 6 уровня, топовая, да. И в чем у нас тут как бы основные-то различия? Различия у нас вот в чем. На стоковой пушке у нас нету снарядов с оглушением, потому что вот время дезориентации, как теперь это пишут, здесь не указано. А это значит, что снарядов там таких нет. А я на всей арте всегда рекомендую катать только с оглушением, потому что вы всегда будете получать ассист. Ассист по оглушению, теперь уже по дезориентации. Вот. Альфа у нас разная. Здесь, кстати, один тип снаряда, осколочно-фугасный, я так понимаю, да, без оглушения. Вот. Бронепробитие. Бронепробитие у нас, ну, еще и, конечно, на 5-й пушке еще меньше. Здесь все 152 миллиметра, да. Но зато ДПМ выше, потому что пушка, хоть и снаряды только без оглушения, да, достаточно быстро заряжается. А вот на топовом орудии пушка заряжается очень долго. Разброс примерно одинаковый, время сведения одинаковое. Вот. Касаемо арты, естественно, очень важный момент. Надо качать топовую рацию 625 против, ну, в 2 раза больше дальней связи. Топовый двигатель ходовая на месте крутиться для арты очень важно, но топовый двигатель занимать позиции. Теперь этой 5-й полевой здесь нету. Значит, касаемо оборудования. Здесь стандартный комплект, у нас открытая рубка. Вот, ставим досл, ставим приводы и, конечно же, ставим УМП. Все, другого больше вообще ничего не поставить. Поэтому даже голову не забивайте, только такая комплектация. По снарядам лично я, не знаю как вы, там будете возить с собой обычные бронебойные снаряды. Я вожу с собой, снаряды осколочные фугасные с оглушением. Да, без оглушения у нас больше пробития на 10 миллиметров, но это все на самом деле фигня. Разница небольшая, а вот оглушение, вы делаете стан врагу, и, конечно, враг просто жопа горит от этого. Поэтому рекомендую. Вот, из снаряжения ремка, аптечка, я вот допаёк поставил. Вы можете поставить обычный огнетушитель, здесь автоматический, обычный, не так важно. Если вы загорите с малым количеством хп, я думаю, вы сгорите очень быстро. Экипаж, 4 члена экипаж и перки вы сейчас видите перед собой. Теперь по плюсам и минусам вообще арты. Почему я в начале обзора сказал, что это одна из худших арт на 5-м левеле? Я делю арту на 4 основных типа. Вернее, 2 основных типа и еще 3 подтипа. Что я имею в виду? Первый тип, это когда радиус обстрела, вы встали в угол и у вас радиуса обстрела хватает стрелять по всей карте. Второй, когда у вас очень маленький радиус обстрела и вы вынуждены там двигаться за группой ваших танков. Поддерживать их, тем самым рискуя засветиться и отъехать в ангар. Это вот 2 основных типа. И дальше идут подтипы внутри этих 2 типов. А это арта, которая долго заряжается. Арта, которая, конечно же, быстро заряжается. И арта, которая заряжается средне, да. И вот на примере этой арты, эта арта долго заряжается. Да, у нее хороший радиус обстрела большой. Да, но она очень долго заряжается. Она безумно кривая. Она очень долго сводится. И вы такие сейчас, наверное, все скажете: ой, столько всего плохого, наверное, у нее большая альфа. Давайте смотреть. Так, альфа, да? Вот альфа. 550. Вот
среди пятерок вот у меня здесь есть AMX 13105, AM MLE 50. Вот эта арта, да. У нее тоже большой радиус обстрела. Только эта арта у нас заряжается 26 секунд. А эта арта у нас заряжается сколько? 12 секунд. Только здесь альфа 445, если пробьете. А здесь всего лишь 550. Хотя эта арта заряжается вот это быстрее в 2 раза. А альфа явно здесь не больше в 2 раза. Вы чувствуете взаимосвязь, да? Плюс эта арта точнее. Она быстрее сводится, к примеру, да, вот чтобы понимали разницу между артами. Быстрее сводится, она точнее. Соответственно, настрелять на этой арте больше урона гораздо больше вероятность, нежели вот на этой штуке. Я на ней уже достаточно поиграл и хочу сказать, очень тяжело на ней вообще что-либо делать. Очень такой прям геймплей, сидите, ждете пока это зарядится, да, а потом еще попасть надо, да, попасть. А еще когда сводитесь, танк постоянно из-за света противников уходит. Короче, целый мешок проблем на этой Су-122А, и я предлагаю уже отправляться в бой. Давайте посмотрим, реально, как она вот, что она из себя представляет вообще в бою сейчас. Погнали. Так, попали на перевал. Попали к 6-м левелам. Да. Да. Вот и вопрос, куда лучше стать. Интересно, наши тяжки пойдут в атаку вниз? Да, я чувствую, тут слишком много тяжей, мне тут бессмысленно ехать. Они сейчас вниз упадут, и я не буду видеть. Ой-ой-ой-ой-ой. Плохая карта для арты, как по мне. Я еще неопытный артовод, как бы. У нас бросили вообще, по сути, правый фланг. Отлетал. Все, родной. Так, этот внизу. Нафиг я так перевожу, вот все. И как же долго эта арта сводится, это вообще мама мия. О, прямой, попали. На удивление. В СТ-шку, да? Вот он. Здрасте. Хорошо, попали. Ох, по нему сейчас пострелять, пока он в оглушении. О, добро, добро. Ой, хорошо. Все. Еще и ассист. Прям very best.
Так. Так. Эх, не успели. Эх, не успели. Вот тут где-то арта прям стоит. Нет, сюда мы никак не зайдем. О, Базот приехал. Представляете, что они тут делают? По очереди сюда все приезжают. Да сводись ты быстрее уже. Пока сведёшься, все отлетают. Все уходит тоже, да? Да. Нигде никого не достать. О, прямой, я угадал. Ха-ха. Ребята, 2 прямых, 2 блайнда. Посмотрим, сколько у нас с того урона. Ну, вообще, конечно, кривоватая арта. Прям кривоватая. Очень много мимо летит. Долго заряжается орудие. О, нормально ему, походу, зарядил-то. Нет, сюда я не закину. Уже и отлетел. Все. ВК-3001Д, кому я тоже зарядил блайндом, куда-то поехал. Не знаю, сколько суммы получится. Пока очень мало. 350. Что это за нищее такое? Вон он. Оглушил. Но в него никто не постреляет. Будет в угол забиваться сейчас, да. Интересно, 2 блайнда все-таки поскольку залезли. Короче, по этой арте, честно говоря, мне нравится арта, которая быстрее заряжается. Пусть и радиус разлет снарядов не такой большой, но это больно кривая. И прям очень долго нравится. Очень. Так. Так. Да, не получилось у меня. Ну ладно. Главное, это интуиция на арте, да? И у нас вот 2 блайнда есть. Сейчас посмотрим, может быть, там суммарно каких-нибудь у нас там 800-то и будет. Да. Так что арта такая. Что-то не очень. Это Су-122А. Ну, прям угадал, 700. А посмотрим, сколько другая арта, что настреляла. Ага, 271. Вот это арта. Бишоп 0 у них. Где вторая? 34-я, 600. Хороший результат ли дали? Да и не скажу, что прям огонь, но маловато. 700 суммарного. А у нас суммарного побольше будет, да? Ну, 800. Все равно мало. Как по мне, ребята, еще раз. Арта. Во-первых, плохая подвижность для занимания позиций. Второе, очень долго заряжается, и она реально как-то снаряды криво летят. Не знаю, прям очень сильно криво. Ну и арта вся она такая кривая. Так что, господа артоводы и не только, кто играет на арте. Вот, поездила на вашей тачке, ну такое себе. Не имба факт. По 5-бальной системе еле-еле троечку нагребает. Ребят, у кого есть в ангаре Су-122, пишите свои комментарии, как вам данная арта, нравится, не нравится. Как по мне, кривая, долго заряжающаяся, еще и медленная. Вот. Это основные тезисы про эту машину. Все.
Ставьте лукасы, подписывайтесь на канал, а я вам говорю до скорых встреч, пока. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и конечно прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре.